Привет! В этом видео рассмотрим 7 лайфхаков для iPhone, о которых вы могли не знать. Приятного просмотра! При входящем звонке ваш iPhone может объявлять имя звонящего. Причем делать он это может как всегда, так и только в наушниках или при подключении к CarPlay, либо же при подключении к мультимедиа автомобиля через Bluetooth. Для включения этой опции перейдите в настройки. Телефон, объявление вызовов. Здесь вы можете включить и настроить условия работы этой функции. Работает это как-то так. Chamador desconhecido. Вибрацию на iPhone можно кастомизировать. Для этого нужно зайти в настройки, звуки и тактильные сигналы, рингтон, вибрация, создать вибрацию. Более того, на каждый контакт можно назначить отдельную вибрацию, и потом просто по вибрации понимать, кто вам звонит. Думаю, штука интересная. Простой, но местами очень полезный лайфхак – быстрая отмена введенного текста встряхиванием iPhone. Включить или выключить это можно в настройках, универсальный доступ, встряхнуть для отмены. На практике штука очень полезная, особенно если вы часто пишете тексты на телефоне. Стоит отметить, что ложных срабатываний почти не происходит. На iPhone выше 8 серии, речь про телефоны со стеклянной задней панелью, доступна опция выполнения команд при постукивании по задней части телефона. Для активации перейдите в настройки, универсальный доступ, касание задней панели. Тут можно настроить действия для двойного и тройного касания панели. Отмечу, что фишка работает не идеально, и иногда бывают ложные срабатывания. Такое случается при, например, опускании смартфона на стол. Поэтому фишка интересная, но вряд ли вы будете пользоваться на постоянной основе. Хотя, почему бы и нет? Эта штука поможет вам немного правильнее распределять ваше время и немного экономить его. Есть как предустановленные сценарии фокусирования, так и кастомизировать это можно. Также можно настроить расписание работы для тех или иных сценариев и их условия активации. Настраивается все это в настройках. Пункт фокусирования. Фишка прямо более чем полезная и отлично помогает в распределении времени. Работа фишки покрывает практически все устройства экосистемы Apple. Конкретно компьютеры Mac, iPhone, Apple Watch, iPad и даже в интерфейсе CarPlay это работает. Если у вас есть любые наушники AirPods, то эта фишка для вас. С помощью этого лайфхака вы сможете узнать, например, о чем говорят в соседнем помещении, просто оставив там телефон и выйдя за дверь. Для активации этой штуки зайдите в настройки, пункт управления и добавьте опцию «Слух». Теперь зайдите в пункт управления, нажмите на значок уха и выберите лайв прослушивание. Теперь ваш телефон передает звук с микрофона на ваши наушники AirPods. Думаю, штука прикольная и для кого-то окажется полезной. Этот лайфхак поможет вам, если у вас вырвали телефон из рук и что-то в нем делают. Вы просто, сказав локскрин, можете заблокировать его, тем самым не дав злоумышленнику ничего сделать с телефоном. Работает все это через управление голосом. Для активации этой фишки перейдите в настройки, универсальный доступ, управление голосом. Настроить управление голосом. А потом вам нужно просто нажимать «Далее», пока процесс настройки не закончится. Настроить активные команды можно в меню «Настройки команд». Теперь для того, чтобы заблокировать телефон, вам нужно лишь сказать «Локскрин». Ну и у этой штуки, конечно, есть еще куча возможностей. Отмечу, что русский язык, к сожалению, не поддерживается. На этом все. Кстати, я публикую текстовые версии своих роликов на сайте Webest, получаю оттуда дополнительные просмотры, а также зарабатываю деньги за прочтение. Если вы тоже хотите получать доход с написанных статей, ссылки на инструкции находятся в описании. Ну а если вы еще не смотрели ролик об iPhone 14, то самое время это сделать. Как-то так. Всем пока.